Друзья, всем приветики! Это снова я, и я очень рада видеть вас здесь, на моем канале, посвященном вязанию и всякому прочему творчеству. Сегодня будет долгожданный выпуск про вот такую вот жилеточку из квадратных мотивов техники жаккард. Если вы захотите связать такую или любое другое изделие из таких же квадратиков, то у меня есть подробный мастер-класс. Сюда или сюда, не знаю, ссылочку поставлю, или в описании к этому видео будут все ссылки. Также там еще как соединять эти квадратные мотивы. В общем, не буду затягивать это видео, потому что у нас за окном плюс 25, а я сижу в шерстяной жилетке, да, понимаете? В общем, всем приятного просмотра. Поехали! Доброе утро! Сегодня у нас 19 января. В общем, вчера весь день я пыталась снять мастер-класс. Пока я не придумала, что из них хочу сделать, я подмеряла, составляла сумочку и шопер. А сегодня мне вдруг внезапно захотелось сделать из этих квадратов ни много ни мало целую жилетку. Это, конечно, не кардиган, но жилетка тоже. Я составила примерный план, сколько нужно компоновать квадратиков. И выходит, мне нужно их целых 25 штук. В общем, такие вот у меня амбициозные планы. Буду вязать. Кстати, наверняка пряжи-то не хватит. Ну вот бежевый. Этих-то у меня много моточков. Ну, докуплю. Ничего страшного. Позже я, конечно, 100 раз еще переделала этот план свой, но вот на этом примерно все остановилось, так что можете себе скринить или уже изменять под себя. Вот так выглядит компоновка квадратиков по спинке, по переду, на плечевые швы вот так по половинке вышло и по бокам по одному. Итого 21 квадрат обычный и один квадратик вот такой вот своеобразным как бы вырезом. Я попозже покажу, как его сделать. Ну, в общем, логично, что я вязала все эти квадраты не один день, а много дней, вечерами, под сериальчик. Иди. Не подумайте, что я хвастаюсь, но я единственная женщина-детектив в Лондоне. Ты нет. Но я готова поспорить, что у этих клиентов были дела слишком незначительные, чтобы кто-то хотел за них браться. Вы хотите сказать, что меня считают вторым сортом? Под одним моим видео, где я отпаривала свои квадраты, пробовала первый раз, мне там девчонки много всякого насоветовали. Да, я вот в пижамных морковных штанах. И один из вариантов мне советовали из пульверизатора просто намочить и оставить высыхать вот на этих палочках. Так что я сейчас так попробую. Я намочила какую-то часть, не все сразу. Вот мне еще тут остались, потому что я не плотно их сюда насаживала, чтобы они побыстрее просохли. Ну и вообще там нет. Не затухли, не закисли. Посмотрим. Они прям такие достаточно мокренькие. Я пока пшикала из пульверизатора, у меня тут весь пол мокрый. В итоге мне этот способ не так сильно понравился. Мне кажется, гораздо быстрее и лучше получается из отпаривателя, когда блокируешь. Может быть, как-то у других это нормально сохнет, но у меня даже вот просто из пульверизатора это сохло пару дней. А если вообще какие-то вещи стирать, то я не знаю, мне это сохнет обычно несколько дней. А сейчас наступила жара, я сушу на балконе, и то у меня жилетка вот сохла 2 дня. Но это я уже в будущее. Это Даша из будущего говорит. Напишите в комментариях, у кого такая же ситуация, что сохнет так долго. Или так и должно быть, я не знаю. Я сейчас собираюсь наконец-то
начать сшивать уже вот этот мой проект. Не знаю, как давно я показывала. Это будет вот такая жилетка. Начну сшивать наконец-то. Здравствуйте. Вот такая деталька переда у меня будет. Косулькин. Вот такой один из квадратиков я пыталась. Кривенько, конечно, но я думаю, потом обвязка будет горловинки, и я, наверное, ровненько сделаю. Надеюсь, получится, потому что не то, чтобы я сильно умела вообще такие вещи делать. Ну, как смогла, так связала. Вот эта передняя часть будет. Сейчас начну связывать. Так, попробую вам объяснить, как я вязала такой квадратик без вот этого треугольничка. Я на самом деле не то, чтобы где-то этому училась, просто интуитивно набирала сюда 3 воздушные петли, здесь вязала 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, там классический уголок, 2 воздушные петли, снова 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, и здесь вязала 4-й столбик с накидом, это как вот боковушечку вот эту я делала. И дальше я поднимала 3 воздушные петли на следующий ряд. И дальше вяжете, получается, с той стороны, точно так же по мастер-классу, обратно. Здесь снова дополнительный 1 столбик, снова 3 петли подъема, и все по схеме вот сюда. Ну и получается вот таким вот образом туда-обратно я вязала. Не знаю, надеюсь, я что-то понятно объяснила. Так, я закончила сшивать перед. Здесь это будет, соответственно, вот так. Спинка такая поменьше, то есть вот эта деталька, соответственно, перед. Спинка просто прямоугольник большой. Вот, я думаю, на сегодня хватит, потому что мне нужно еще какие другие дела поделать. Вот, я старалась не стягивать, но все равно немножко вот так вот оно присборилось при сшивание, но я надеюсь, что это ВТО легко поправится. Выглядит очень круто, мне нравится. Ну и, конечно же, я же не удержусь на себя примерить. Так примерно прикинуть. Я уже представляю, какая она будет классная. Главное, чтобы не маленькая. Ну, посмотрим, если что, растяну. К этому моменту у меня уже сшиты все детальки переда и спинки. В общем, нужно уже доделывать этот мой проект. Это жилеточка. Вот на такой она сейчас стадии. Я сейчас планирую уголки вот здесь вот как-то сгладить, так скажем, серым цветом. Не знаю, как получится. Вот как получится, так получится. В очередной раз экспромтом буду пробовать. Как-нибудь какими-нибудь столбиками скруглю, соответственно, и здесь тоже. И я вот на самом деле, у меня в моей проектной сумочке лежал очень давно серый цвет, то есть вот эти все квадраты, серый цвет. Я почему-то, видимо, решила, что, не помню, правда, это действительно было так давно, я решила, видимо, окантовки все делать серым цветом. А сейчас в голове у меня уже давно устоявшаяся мысль, что оно должно быть рыжим, естественно. Я просто очень люблю коричневые, бежевые оттенки, вот рыжеватые. Мне кажется, к моему гардеробу это просто супер подойдет. Поэтому все, будет рыжий. Такой контрастный, но мне так нравится. В общем, приступим.
Итак, я тут попробовала несколько вариантов. Вот эти вот проймы рукава, которые квадратные у нас в моей схеме получаются. Вот здесь таким образом я сделала. Конечно, хвостиков стало еще больше в 5 раз. Конечно, буду мучиться их заправлять, но по-другому как бы пока что я не вижу, как это сделать. Конечно, можно было у этих квадратов, если все заранее продумать, конечно, можно было оставлять какой-то длинный хвостик у каких-то из квадратов этих троих. И потом выводить и провязывать этот маленький кусочек. Тут всего-то несколько столбиков. Так вот, что я могу сказать? Сейчас, попробовав несколько всяких разных вариантов, я остановилась вот на одном, который более-менее нормально получается. Я бы не сказала, что он какой-то профессионально правильный, но он выглядит как бы нормально, вот если видно. Без каких-то особо больших дырок, не выпирает, никуда не падает. Так что его я вам сейчас и покажу. Может быть, вы придумаете лучший способ, это здорово, но вот я как бы покажу так, как я делаю, а решать уже, конечно, вам. Как именно лучше сделать. Итак, я продеваю нить за самую правую петельку серого цвета. То есть вот где серый начинается у нас, логично сюда. Я просто завязываю. Все, здесь у нас узелок. Во вторую петельку вставляю крючок, вытягиваю и просто делаю петлю. Это как, не знаю, одна петля подъема называется, или как это еще называется. Я ввожу крючок в следующую петлю, вытаскиваю, и здесь уже через 2 провожу. Это, по-моему, полустолбик без накида, по-моему, как-то так. Дальше уже полустолбик с накидом, то есть мы делаем накид, следующую петельку провязываем и проводим нить уже через 3 петельки. Полустолбик с накидом. Дальше делаем накид и обычный столбик с накидом провязываем и ориентируемся здесь почти вот, ну, то есть здесь уже вот это стыковочное место, здесь нет конкретно характерных каких-то петелек, вы не найдете, просто пихаете крючок вот примерно куда-то, то есть здесь должно войти 2 столбика с накидом. Вот я сейчас сделаю 1 столбик с накидом, обычный классический, 1, 2. И еще 1 столбик с накидом куда-то сюда. Вот. И на самом деле вот уже сформировался этот треугольничек. То есть мы сейчас его будем уже просто прикреплять к этой стенке. И прикреплять буду не в самую-самую первую в этом уголке петлю, а чуть подальше. Вот сюда. Во вторую, можно так сказать. А, подождите, забыла. Накид. Во вторую петельку от уголка продеваем через 3. Это полустолбик с накидом. Дальше идет полустолбик без накида, то есть мы не делаем накид. В следующую петельку. Оп, и проводим через 2 петли. И дальше как соединительная петля. Вот. Все, и закрепляем. Это можно обрезать. Вот такой достаточно плавный переход получается, но зато без каких-то сильных дырок. Я думаю, вполне для скругления подходит.
Я тут опять резко передумала и хочу еще по одному квадрату вот сюда по бокам сделать, потому что, ну, все-таки уж очень она слишком просторная. Ну, то есть оно когда топорщится. Если еще сюда добавится обвязка, то это я вообще не знаю. Будет как парашют. Либо, на самом деле, я сейчас померила, если вот этих боковых квадратов не было, то, в принципе, вообще она мне, ну, как, подходит по размеру. То есть она даже небольшая. Но я что-то вот... Господи, не знаю. Это оказалось сложнее, чем я думала. Думала, сшил квадратики как бы так примерно по схеме и норм. В общем, либо квадрат сюда добавлять, либо вот этот квадрат убирать. Ну, тогда здесь будет узкая фигня и не знаю. Так, оказалось, что я случайно неправильно нажала кнопку и не снимала этот момент, где я переживаю, что мне не нравится, как сидит, не знаю, что делать. Думала, вот сюда еще добавлять квадраты, а потом что-то меня дернуло уменьшить именно плечи. Я защипнула так, то есть примерила. Этот вариант я уже убрала и уже сшила по-новому. Вот, то есть я распустила и убрала по квадрату с плеч. Сразу жилетка стала короче, логично. И мне гораздо больше нравится, как она сидит. Такая немножко как расклешенная, укороченная. Ничего здесь больше сильно не топорщится. Ну, здесь чуть-чуть топорщится, но я еще обвязку сделаю. Думаю, это, ну, улучшится момент. Вот. Так что идем дальше. Так, ну вот, так стало гораздо лучше. Мне повезло, что здесь были стыки на плечах как раз очень простые, где можно было распустить. Короче, легко получилось это сделать, так что у меня 2 лишних квадратика. И на самом деле у меня еще, не знаю, как я так считала, что у меня изначально 2 лишних тоже было квадратика. Кстати, что-то давно я в план не заглядывала. Короче, в итоге у меня 4 целых лишних квадратика. Сейчас на самом деле глянем. Что у меня тут вообще было по планам-то? Вот он. Ну нет, по одному вроде. Ну я потом просто вместо вот одного такого квадрата сделала вот такой с уголком. Плюс потом еще на шее один я решила тоже оставить открытым. Вот так вот. Вот спинка, мне, видите, закрытым, то есть полностью, а перед открытой. Ну, короче, вот, в итоге получилось 4 лишних квадратика. Ну, я их использую, вообще не вопрос. Может, еще навяжу, кстати, вообще сделаю сумочку какую-нибудь себе. Так, ну а самое главное, что я хотела сказать, это я хочу попробовать делать вот эти обвязки, на самом деле, не крючком, а спицами. Буду сейчас пробовать. Снова экспромт. Вот в чем фишка, как бы, конечно, вязать не по каким-то мастер-классам или схемам, описаниям, а просто вязать путем проб и ошибок. Конечно, это дольше. Но, надеюсь, я несу какой-то вклад. Так, я сейчас, конечно же, 2 часа заправляла все кончики нитей. Так, наконец-то начну пробовать обвязку. И я вот что-то вообще... Ну, если крючок 4 миллиметра был, то спицы же не 4 миллиметра. Это что-то совсем миллиметражное. Я таким вообще не вязала никогда. Я думаю, с 5, 5,5. Не знаю. Короче, походу я сейчас буду вязать и распускать, вязать и распускать. Но мне даже не пришлось особо много раз распускать, потому что я очень быстро поняла, что спицами обвязку я делать не буду. Это для меня самое проблемное, что-то по кругу спицами вывязывать. Я помню, с горловинами у меня были вечно проблемы. В общем, решила не мудрить и старым добрым способом, крючком, вязала обвязку резинкой. Итак, на сегодняшний день я провязала низ жилетки. Сначала я попробовала спицами. Очень хотела, чтобы было так более деликатно.
более тонко, но у меня ничего не получилось. Я, возможно, когда-нибудь доберусь до этого, конечно же, познаю все эти тонкости, но пока что что-то я психанула и решила, ну и ладно, буду крючком, потому что крючком такую резинку я уже много раз вязала, все мне нравилось, и, в принципе, оно гармонично смотрится с вязанием крючком, и как бы и низ, соответственно, тоже крючком. Плюс я хочу какой-то туториал здесь вам рассказать, показать, и крючком, конечно, это логичнее людям, кто захочет повторить такую же жилетку, вязать крючком все изделие. Хочу еще рассказать об одной фишечке, которую я не помню, где-то подсмотрела и запомнила. Когда мы делаем обвязку любых изделий, особенно если это какая-то контрастная нить, или какой-то узор был, и мы одним цветом делаем обвязку. Если просто начинать вязать резинку крючком или просто какими-то столбиками с накидом, без накидов, то петельки получаются не неровной, а вот как палочками такими, что ли. Не настолько круто это смотрится, как если это будет супер ровной линией. Поэтому я где-то подсмотрела этот способ. Перед тем, как делать обвязку, провязывать вот край изделия просто вот таким способом. Вот таким обычным способом. И получается этот край очень ровный. Вот здесь у меня наглядно это видно. Так бы были все равно места присоединений, знаете, ну такие вот, как палочками бы были. А здесь идеально ровная линия. И мне кажется, что это смотрится очень здорово. Получается, обвязываем весь край вот таким образом, а потом уже цепляем за верхнюю половинку каждой петельки и набираем нужное количество петель для ширины обвязки. Вот по низу я сделала достаточно широкую. Здесь у меня, по-моему, 7 петель ширина. Здесь я сделаю, наверное, поменьше, может быть, петелек 5, наверное. Итак, вот у нас готова обвязка проймы рукава у жилеточки. Вот здесь я внизу закончила. И давайте начнем. Вот в чем минус делать большие перерывы между вязанием одного и того же проекта, потому что я забыла, как вязать эту резинку, делаю тут все неправильно. Я сейчас уже монтирую это видео и поняла, что я совершенно неправильно там что-то показывала, потом тяжело вздохнула, видимо, решила переснять. Но файла другого переснятого я не нашла, возможно, я как-то забыла и упустила этот момент, так что сейчас заново все нормально вам покажу. Сначала делаем воздушные петли, то количество, ширину которой вы хотите сделать резинку. В данном случае я хочу сделать резинку шириной 5 воздушных петель. Я их делаю. 1, 2, 3, 4, 5. Потом мы делаем еще одну петлю. Это как мы переходим на другую, ну, на следующий слой, так скажем, вязания. Вот. И вяжем через одну, вот сюда, вот в эту петельку, столбик без накида. Таким вот образом. И далее в каждую петельку оставшуюся провязываем. И считаем на всякий случай 5. Вот это у меня была 2, 3, 4 и 5. Все, значит, мы все верно сделали. То есть вот у нас 5 петель мы обратно вниз провязали. Дальше мы прикрепляем к изделию. Я прикрепляю за вот верхнюю половинку нашей вот этой вспомогательной линии, но плюс, чтобы надежнее держалась, еще захватываю половинку вот этих. Это тут, в принципе, как вам удобнее. И делаем тоже такой же столбик без накида. И второй столбик без накида. То есть мы опустились вниз и сделали 2 столбика без накида. Дальше переворачиваем наше вязание и смотрим. Здесь мы вяжем 1, 2, 3 в 3-ю петлю за дальнюю стеночку петелек. То есть это ближняя к нам, а вот это как бы дальняя. Вот всегда за нее. 2, 3, 4 и 5-я последняя. Провязали
И дальше делаем одну воздушную петлю подъема, чтобы вот снова нам начать опускаться вниз. Переворачиваем вязание. Пропускаем одну вот эту петельку, во вторую, снова за дальнюю стенку провязываем снова 5 петель. И вот так вот мы опускаемся снова вниз, потом прикрепляемся 2 столбиками без накида и продолжаем аналогично подниматься, опускаться. Это вот стандартная такая резинка прикрепляться. Если мы, как у меня, например, на проймах, я в каких-то местах хотела эту резинку больше сузить, ну, то есть сокращение делать или наоборот какое-то растяжение, здесь можно уже цепляться, пропуская, например, не в каждую петельку, а через петельку или еще какими-то разными способами. Тут уже, конечно, смотрите сами по вашей надобности. У меня было очень много экспериментов, когда я вязала именно проймы рукавов. Вот то, что ждет меня сегодня весь день. Я, кстати, практически закончила уже эту жилетку. Хотя вот эти обе проймы рукавов я сейчас буду распускать. Потому что, ну, так оно лежа выглядит красиво, конечно. Но мне хотелось именно вот эту нижнюю часть проймы, чтобы она как бы ложилась вот так. Она топорщится вот так. И мне это не очень нравится. Поэтому во втором случае я решила, короче, сокращать петли, чтобы, ну, было больше в натяг. Получилось, что я немножко перетянула, по крайней мере, вот в верхней части. Поэтому я сейчас снова распущу обе и попробую верхнюю часть связать, как вот здесь. А вот эту нижнюю часть проймы вот так вот, как здесь. Надеюсь, понятно объяснила. В общем, 3-й раз эксперимент будет, чтобы точно идеально получилось, так я хочу. Так, чтобы вы понимали, вот о чем я говорю, когда вот здесь так топорщится, то мне это как-то не очень нравится. Но вот здесь все-таки именно нижняя часть, как я сказала, мне нравится больше. Хотя, может быть, уже мне и нравится, не знаю. Всем доброе утро. Вчера я ее закончила. Она все еще немножко такая кривенькая местами, ну потому что я еще ее не стирала, не отглаживала. Такая, но мне очень нравится. Я в восторге. Сейчас я, наверное, в зеркало покажу. Мне супер нравится. Ну, в общем, вот так она выглядит. Всем приветики. Прошло уже очень много времени. Я наконец-то добралась постирать все-таки уже мою вот эту жилетку, красивенько все отснять, собрать видео и выпустить наконец-то выпуск, потому что мне многие спрашивают, да и вообще уже хочется финально как-то завершить этот проект. В общем, пошла стирать.
Я вытащила ковричек с жилеткой на балкон. Надеюсь, так быстрее высохнет. Потому что у нас наконец-то в Сибири наступила просто жара. Последние пару дней и в квартире очень жарко, потому что отопление-то еще не отключили. При этом жара на улице. И такое ощущение, что просто 30 градусов, поэтому мучаемся от жары. И я надеюсь, очень быстро высохнет эта жилетка. Так что, может быть, уже завтра я сделаю финальные съемки, как он смотрится на мне, и приступлю к монтированию этого выпуска. Ну вот и финал. Мне очень нравится. Как я и думала, жилетка вся расправилась, полотно стало гладким и чуть-чуть побольше. В целом мне очень нравится, как она сидит, и, конечно же, ее расцветка. Вот такая вот долгая история этой жилетки была. Ну, как долгая. Она растянулась на месяца, но дело в том, что я делала очень большие перерывы. В сумме это не так уж и долго связать такую жилеточку. Я надеюсь, вы вдохновились или просто хорошо провели со мной время. Я желаю вам удачи во всех ваших творческих начинаниях, а особенно завершениях. А мы увидимся с вами уже в следующих видео. Всем пока-пока!